Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Продолжаем искать клад на различных свалках. Все, что удается найти, я вам, мои дорогие зрители, показываю. И одну из последних своих находок хочу вам сегодня показать. Это вот шкатулка. Конечно, сегодня будет много украшений, но я собираю, вернее, я коллекционирую. Надеюсь, что я коллекционирую. У меня есть небольшая коллекция вот таких стеклянных шкатулок с зеркальным дном. Тоже так очень интересно. Такая техника. Здесь стекло. И в этот раз мне попалась вот такая шкатулка с новогодней темой. Досталась она мне за $1. Здесь вот такие сани новогодние, но так как у меня большая коллекция новогодних украшений, то, конечно, я эту шкатулочку взяла, потому что есть туда что поместить. Ну, в этой же технике у меня есть шкатулки вот такие, типа здесь вот витраж. Быстренько покажу вам шкатулки. Здесь собраны часы. Да, и здесь, кстати, маркировка Тайвань, практически они все Тайвань маркировка. И вот здесь вот металл. Как-то я показывала вам шкатулочку. Зрительница мне написала, что это пластик, это что-то дешманское. Нет, мои дорогие, это не пластик, это металлическая основа. И здесь вот типа как бы и даже такой защелчик такая есть. Так, еще одну шкатулку в этой же технике хочу показать. Вот так выглядит она, прям шикардосная шкатулка. Здесь, видите, есть огранка стекла. Вот на этой шкатулке этой нет огранки. А здесь так она прилично, солидно выглядит. Здесь тоже есть у меня украшения, конечно же. Но вот эта вот шкатулка была и с вот такой открыточкой. Конечно же, это все подарочное. Видите, кому от кого. И здесь вот нет года. Ну, может быть, здесь вот год 53 написано. Ну, не знаю, насколько это возможно. Дата, возможно, год. Ну, такая шкатулочка в отличном состоянии досталась. Следующую шкатулочку, которую хочу вам показать, это вот такая шкатулка. Это уже эпоксидная смола. Видите, здесь натуральные листья, такая осенняя тема. Здесь собраны тоже у меня украшения медвежат. Я сюда поместила. Она тоже такая тяжелая. Но мне кажется, это что-то из Handmade, чья-то ручная работа. Хотя здесь вот есть маркировка, Канада написано. Ну, в общем, как-то так. Ну, и ту часть коллекции новогодних украшений, которые я планирую поместить в эту шкатулку, сейчас давайте покажу. Я вам показывала елки, я вам показывала снеговиков, но я не показывала вам колокольчики и веночки. Цветочная тема новогодних цветов тоже как-то стороной была мной обошла. Так, здесь есть маркировка, и здесь написано, не разберешь, что написано. Иммориал, как-то тоже вот так вот. Ну, буду их по несколько штук показывать. Есть они похожи практически, вот новогодние цветы. Вот такой цветок есть, ну, тоже очень красивый. По центру кристаллик ярко-красный и кристаллики зеленые. Брошечка тоже старенькая. Так, следующая брошь в этой же теме, в этой же технике. Это вот такая брошь. Здесь игрушка елочная. Брошь эта старенькая. Мне кажется, она старше вот тех предыдущих, которые я вам показывала. Так, минуточку. Здесь есть маркировка. И, по-моему, АЛ. Кто знает, можете написать. Я просто не буду на этом долго останавливаться. Просто показываю те новогодние броши, которые будут храниться вот в этой моей новой находке. Следующая брошь это вот такая. Троица колокольчиков, тройка колокольчиков. Тоже с новогодним цветком. И эта брошь тоже старенькая. Такая застежка, изогнутая игла. Так, по-моему, тут тоже есть маркировка. Не буду на ней останавливаться. Тоже такая веселенькая брошь. Следующая брошь в этой же технике. Тоже это
эмаль, но она такая интересная. Это тоже колокольчики, но здесь вот 2 колокольчика. И тоже похожи. Их, кстати, можно вместе, мне кажется, надевать. Здесь тоже нет маркировки. Открытая игла. Такая вот. Тоже новогодняя тема. Так, следующие колокольчики. Колокольчики, бубенчики. Есть к этим 2 брошам и серьги, клипсы. Тоже, мне кажется, они подходят и к этой броши, и к этой броши. Такие вот малютки. Тоже, по-моему, маркировки нет. Маркировки нет. Так, сейчас есть и вторая. Ой, минуточку. Вторая такая же. Ну, чудесные вещицы. Они поднимают настроение, делают новогодним настроение. Даже если что-то вы себя чувствуете не как праздник, можно себе самой поднять настроение с помощью вот таких вот украшений. Так, идем дальше. Здесь также у меня есть и веночки. Буду показывать вам и веночки. Подряд все буду показывать. Вот такой новогодний венок из роз. Здесь тоже, по-моему, есть маркировка. И это Avon. Такая чудная вещица. Так, я пропустила, минуточку, вот такой чудный колокольчик. И кристаллики Аврора Бореалис, очень яркий, очень красивый. Так, здесь маркировка. Это Мюли. Если я неправильно прочитала, поправьте меня, пожалуйста. Но мне кажется, вот этот просто колокольчик шикарный. С обратной стороны очень такой добротный, красивущий. Здесь есть, видите, сам колокол. И он такой прям яркий, сверкающий, красивый колокольчик. Кристаллики Аврора Бореалис. Так, следующая брошь тоже колокольчик. И это вот такая брошь. Но здесь наоборот, смотрите, центральный кристаллик зеленый, а по краю красный. Я показывала вам вот эту брошь, да, здесь вот центральный красный, а по краю зеленый. Ну вот яркие оттенки. Все, кстати, вот эти броши можно между собой хорошо сочетать. Они хорошо перекликаются. Но здесь вот эта брошь, сам бант выполнен из сплетенной такой тонкой проволочки. В несколько проволочек собраны и плетение. Тоже такая красивая брошь. Брошечки, колокольчики. Так, следующую брошь. Это здесь уже она такая солидная, приличная, крупная, тяжелая. Собрана из нескольких элементов. Поэтому она и тяжелая, такая приличная, солидная. Ну, конечно, на какую-то, может быть, даже на верхнюю одежду подобные броши, на какое-то пальто, на какой-то жакет теплый из плотной ткани, шишки. И брошь собрана, видите, из металлов несколько оттенков. То есть вот металл белый и желтый, это две детали разные, но так она интересно собрана. Такая брошечка. И она объемная. И эмаль тут есть. В общем, красотища, да и только. Следующую брошь хочу показать. Это брошь тоже веночек. Она вот такая вот. Тоже красивая. Вижу, есть потери кристалликов. Тут вот несколько. Такая тонкая работа. Возиться с этим просто и времени нет. И как-то сложность вот в этом состоит. Кристаллы, конечно, такие у меня есть. Не знаю, когда идут руки. Когда-нибудь до этого. Такая прелестная, крупная, тяжелая брошь. Застежка плечики, старенькая. Ну, вот, как правило, новогодние броши, они имеют винтажный возраст. Я не видела каких-то современных таких брошей, так что здесь у нас носят именно броши. Тоже такой веночек. Эмаль красивая, прозрачная, с красным оттенком. Так, здесь, по-моему, нет маркировки.
Да, маркировки не вижу. Мои дорогие, если вы видите маркировку, которую я просмотрела, пишите, пожалуйста. Потом тоже будет интересно находить подтверждение. Так, следующий к этим брошам, кстати, вот к веночкам из желтого металла есть вот такие серьги-пусеты. Я их тоже надевала на Новый год. Они тоже хорошо поднимают настроение. Вот эти вот серьги хорошо подходят, сочетаются и вот с этой брошью. Тоже похоже по оттенкам. И вот с этой брошью тоже вполне могут сочетаться. Так, осталось еще несколько брошей. И это броши, палочки, такие леденцы новогодние. Тоже эта тема часто используется. И вот такие новогодние леденцы у меня тоже есть в коллекции. Такая вещица. Здесь вот такой простой, прям в форме, вернее, в виде значка. Брошировка обратной стороны, пин, значок пин, он такой новогодний. А следующий есть еще у меня вот такой леденец новогодний. И, кстати, можно вместе вполне себе, мне кажется, классно смотрится. Вот так можно поэкспериментировать, разные варианты. Так, следующее. У меня есть вот такие колокольчики, серьги. Красивые, яркие, все, но постоянно вот этот вот звон в ушах. Тут и так в ушах звенит. А тут еще вот эти вот колокольчики могут позвенеть в ушах. И следующая брошь тоже из этой же темы. Если, мне кажется, многовато для одной вот этой шкатулки, может как-то их еще более тематически разделить. Вот такая брошь, тоже 2 колокольчика с цветком, с новогодним цветком на такой застежке старенькой, и есть маркировка. Не могу рассчитать, прочитать. Может быть, через камеру будет более видно. В этой же коробочке, в такой же, вернее, коробочке, вот и такая брошь. В общем, 2 броши я когда-то нашла, и в этих же коробочках их также и храню. Здесь вот брошь вообще интересная. Это прям олень. Здесь она, да, я ее как-то открывала. Еще не надевала я именно вот эти вот брошечки. Сейчас, минутку. Да, за кадром открыла. Ну, такой чудный олень. Очень красивая, тонкая работа, очень красивая брошь. Такая не мелкая, тяжеловатая. И здесь такое застежка плечики. Но маркировки у этой брошечки я не вижу. Вот такие сегодня броши пришлось мне вам показать. Вот такие брошечки я планирую хранить в новогодней шкатулке. Конечно, новогодняя коллекция у меня большая, и храню я их вот в одном месте, в одной куче, как говорится. Но думаю, что надо коллекцию все-таки немножко рассортировать, так как украшений много, постоянное пополнение происходит, так, чтобы им было комфортно и чтобы можно было быстро найти ту или иную брошечку. Попытаюсь как-то по-другому их немножко организовать. Мои дорогие, всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. Напишите свои впечатления, поднялось ли у вас настроение. А с вами увидимся в следующем видео. С вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.